O silahla Serhat'ı vurup hain olmadığını kanıtlayacaksın. Ben Serhat'ı vuramam değilsen bir babaya evlat kanı akıttırma. Kendi işini kendin gör. Welcome to Urfa, çakallar. Mesele ayakta kalmak. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Госпожа Султан объясняет вспышку гнева Мелек словами: «Дело не только в словах, ты станешь матерью этой семьи, а не сотен семей. Тебе нужно быть очень сильной». Затем она протягивает кольцо Серхату со словами: «Твой отец надел это кольцо мне на палец, когда я выходила замуж. Сила моего пальца символизирует дыхание в твоем». Это вековая традиция. Она снимает кольцо и протягивает его Серхату. «Я отказываюсь от своих прав до последнего вздоха, но ты выберешь моего преемника», — говорит она, кладя кольцо на ладонь Серхата и добавляя: «Кого бы ты ни хотел, надень кольцо ему на палец. Пусть тот, кто ты хочешь, станет твоим дыханием». Тем временем жена Акифа, Нургуль, глубоко расстроена и уходит в свою комнату. Госпожа Султан тоже идет в свою комнату, слезы текут по ее лицу. «Нургуль Акиф, я все это время служила ему, но меня считали засовом на входной двери, а ты занимаешься своими делами, твой путь к званию Аги закрыт», — спорят они. Зиян Ага узнает, что Ашир забрал фонарик и отдал его брату, и злится на него. Когда Ашир говорит: «Я сделал то, что было правильно для нас», Зиян Ага приходит в еще большую ярость и ругает его: «Разве я узнаю от тебя, что правильно, а что нет? Я тебе мозги вышибу». В этот момент звонит Далян и говорит: «Не выходи из особняка, нам нужно поговорить». Они кладут трубку. Зиян Ага говорит своему сыну Аширу: «Какую бы цену я ни заплатил, ты тоже заплатишь». Он хватает свою трость и бросает ее на пол. Йылдыз врывается в комнату Мелек со словами: «Твои намерения ясны, я знаю, что собираюсь с тобой сделать». Мелек спрашивает: «Что ты собираешься сделать? Ты собираешься мне льстить?» Йылдыз отвечает: «Ты все равно сгоришь в этом особняке, посмотрим, как долго ты сможешь терпеть мой огонь». Она берет горящую свечу и кладет на нее руку. «Мелек, не надо, ты сгоришь», — силой отбирает ее у нее. Йылдыз спрашивает: «Ты готова сгореть за своего возлюбленного? Ты отдашь за него жизнь? Думаешь, сможешь ли ты править этим особняком своей любовью? Как только ты получишь это кольцо, ты даже не будешь принадлежать своему мужу, ты будешь принадлежать племени», — угрожает она. «Будь собой, никогда больше». Затем она выходит из комнаты. Мелек удивлена после их разговора, думая, что она сошла с ума. Серхат смотрит на кольцо в ее руке и вспоминает слова матери. Затем, когда они приходят в комнату Мелек, Мелек спрашивает, что случилось. «Ты приняла решение?» Серхат отвечает: «Я приняла это решение, когда сидела на свадьбе». «Это огромная ответственность», — спрашивает Мелек. «Ты уверена, что хочешь стать моей преемницей? Ты просила меня остаться, и я осталась», — спрашивает она. «Так почему я не ношу это кольцо? Так почему же мы врозь? Почему ты так с нами поступаешь? Я так сильно тебя люблю». Серхат собирается поцеловать ее, но Мелек в последний момент отстраняется. «Почему не вы решили позволить Йылдыз остаться в этом особняке?» — спрашивает Серхат, и Серхат выходит из комнаты. Жена Иззета извиняется за действия мужа и сообщает ему, что староста выгнал их. Серхат говорит, что не допустит этого, заботится о ней и сыне и приводит их в особняк. Йылдыз, разговаривая с тетой, говорит: «Я буду преемницей, и это кольцо будет на моем пальце». Тетя отвечает: «Твоя цель — учиться стать врачом и инженером, а не добиться успеха». Йылдыз отвечает: «Да, но она не позволит мне остаться здесь, пока она здесь. Если она уйдет, я буду учиться где угодно. Я люблю Серхата. Кто такая Мелек, наша судьба предначертана. Я возьму того, кого люблю, даже если сгорю, даже если умру». Тетя предупреждает ее об осторожности и вешает трубку.
Дальян говорит, что возникла огромная проблема, пещера полна исторических артефактов и просит Зияна Агу найти решение. Ашир говорит, если бы ты не пытался нас шантажировать, этого бы с нами не случилось. Далян отвечает, Дальян перестал издеваться и стал адвокатом Серхата. Ашир отвечает, я буду палачом Серхата, вот увидишь. Когда Ашир Дживик предлагает переманить Акифа на свою сторону, чтобы повлиять на его разум, они соглашаются. Акиф идет к могиле своего отца Бекира Аги и жалуется ему на Серхата, спрашивая, почему тот отказался от сына. Он говорит, все, что я сделаю с Серхатом, из-за тебя. Пусть земля обрушится, и я построю тебе красивую могилу, и тут звонит его телефон, и Зиян Ага зовет его. Когда Серхат сопровождает жену и сына из Зета в деревню, из которой их изгнали, и встречается со старостой, он видит там исторические артефакты и делает фотографию. Когда Серхат бьет старосту столом, прося его рассказать, что происходит с жителями этих деревень, о которых он заботится, староста дрожит от страха. Когда Акиф приходит поговорить с Зияном Агой, он спрашивает, если у тебя нет записи Акифа, то есть мои. Жена Ашира слышит их разговор и роняет поднос. Они говорят, мы позвали тебя, чтобы поговорить с Серхатом о том, о чем нам нельзя говорить. Убеди Серхата продать землю. Когда Акиф говорит, тебе следовало подумать об этом, прежде чем направлять оружие на Серхата, Далян отвечает, убеди его, и тогда и ты, и мы победим. Султан Ханем сетует на трудности, которые пережил ее муж, Бекир Ага, будучи главой племени, и на свое одиночество. Потом, пока Севди вспоминала тот момент, когда невесты называли друг друга отцом и братом, Гулизар теряет сознание и чуть не падает, но Султан Ханем ругает ее за то, что она не потеряла равновесие. Пока Нида опасается, что ее близость с Акифом раскроется, появляется Ашир, разгневанный из-за того, что ты сделала, и говорит, теперь ты не будешь приносить кофе. Когда Мелек выходит из особняка, появляется Серхат и спрашивает, куда она идет. Елдыс тут же пользуется случаем, чтобы перебить ее, я иду к родителям. Когда Серхат не хочет, чтобы она шла одна, и предлагает мужчинам уйти, Мелек отказывается. Серхат говорит, пожалуйста. Стар спрашивает, ты не собираешься меня спросить? Я скажу тебе прежде, чем ты спросишь. Звонила султана. Я пойду к ней. Серхат бормочет, боже мой. Султан говорит Гулизар, что создаст возможность для Серхата надеть кольцо на Елдыс, но если Серхат этого не сделает, ситуация выйдет из-под контроля. В этот момент к султане подходит Елдыс и говорит ей, что ты ее преемница, но ты должна это заслужить. Елдыс отвечает, Серхат не стал бы носить это кольцо на мне. Султан Ханем говорит, сначала ты должен помириться со своей семьей. Ты найдешь способ объединить два племени за одним столом. Если ты хочешь стать моей преемницей и владеть и Серхатом, и этим особняком, ты должна это сделать. Серхат, погруженный в свои мысли и глядя на кольцо в своей комнате, вспоминает слова Мелек, пока Елдыс в этом особняке, твоя кожа не коснется моей. Ты сама примешь решение. Затем он выводит Елдыс из ее комнаты со словами, мы идем туда, где тебе самое место, и тянет ее за руку. Елдыс сначала умоляет, но, видя серьезность Серхата, говорит, раз ты принял решение, зная, что со мной будет, пойдем. Когда Султан Ханем спрашивает, что происходит, Елдыс отвечает, Серхат сделал свой выбор и разводится со мной. Серхат отвечает, разве ты не говорил мне выбрать преемника? Моя жена и моя преемница Мелек. Султан Ханем говорит, ты совершаешь ошибку, но раз ты принял решение, пойди и посмотри, мой невежественный сын, и она соглашается. Когда Елдыс публично заявляет, что женщина, сказавшая тебе эти слова, не будет твоей преемницей, Серхат отвечает, две женщины не могут уместиться в одном сердце. Когда они подъезжают к особняку, он вытаскивает Елдыс из машины и звонит Зияну Аге, говоря, я пришел положить этому конец. Этот брак окончен. Ашир и мать Елдыс ошеломлены. Серхат говорит, я пришел положить конец этому фиктивному браку. Ты не сдержал всех данных обещаний. Отныне пусть все об этом знают. Елдыс мне не жена, она моя жена, Мелек. Зиян Ага говорит, никто не знает, что ты не прикасался к моей дочери.
Это все пустые слова. Серхат отвечает: мне все равно. Ашир отвечает: а мне не все равно. Он направляет пистолет на Серхата. Он говорит: тот, кто покидает этот дом в свадебном платье, вернется в саване и стреляет в Елдыс. Елдыс приходит в комнату Серхата с подносом, настаивает, чтобы он съел принесенный суп, и пытается поддерживать приятную беседу, пока тот ест. «Не волнуйся, я дам тебе все, чего тебе не хватало. Я знаю, что ты не будешь голодать и спать один. Я знаю, что устал каждый день переживать о чьей-то смерти или о том, что его выгонят. Я хочу покоя», — говорит он. Когда Серхат спрашивает, чего ты хочешь, он предлагает всем собраться за одним столом. Серхат отвечает: я не буду сидеть за одним столом с людьми, которые наставляют оружие на мою жену. Когда Елдыс спрашивает: ты имеешь в виду жену, которая развелась с тобой при всех? Серхат молчит. Елдыс давит на Серхата, чтобы услышать, что суп вкусный, и очень рада получить желаемый ответ. Госпожа Нергис в ярости и гневе из-за действий Хильми. Пока они спорят, приходит новость о прибытии Мелек. Когда господин Хильми спрашивает, что мы ему скажем, госпожа Нергис отвечает: мы разводимся. Они приходят к Мелек и узнают, что она не поедет с ними и теперь будет жить здесь. Госпожа Нергис говорит: я остаюсь здесь, я больше не имею к себе никакого отношения. Я развожусь с твоим отцом. Господин Хильми, я готова принять любое наказание, которое ты мне назначишь, но никто не может заставить меня оставить тебя здесь одного. Когда Нергис отвечает, что я тоже не ухожу, она говорит: тогда сними себе комнату, а мне нужно побыть одной. Когда Мелек и Хильми остаются одни, Мелек утешает расстроенного отца. Госпожа Мирьем звонит госпоже Султан и спрашивает, сняла ли она кольцо с пальца, переехала ли Мелек в особняк и станет ли она твоей преемницей. Госпожа Султан говорит: дело не в этом. Госпожа Мирьем говорит, что не позволит Серхату Йылдызу остаться в особняке, если та узнает, что Мелек – ее брат. Госпожа Султан предлагает попытаться помириться. Госпожа Султан также говорит, что сделает все возможное, чтобы устранить Севди. Когда Мелек приходит к Севди, Севди понимает ее горе и спрашивает: кто я, чей я ребенок. Севди чувствует неладное, говорит, что вода неспокойна, и отпускает Мелек, намереваясь рассказать ей позже. В страхе, вернувшись к себе, она обнаруживает Юсуфа, который ждет ее, направив на нее пистолет. Он спрашивает: тебя прислал султан? Когда Акиф выпивает в ресторане, к нему подходит Ашир. Если ты это сделаешь, мы не можем быть партнерами, брат. Он должен верить, что его слово верно. Серхат скоро будет здесь. Я постараюсь его убедить. Убирайся отсюда. Он пытается отослать его, чтобы он тебя не увидел. Когда Юсуф привязал Севди к стулу и держал ее в плену, ты бы не стал убивать невинных, ты плакал днями из-за Хачик, ты играл на ее чувствах, говоря, что ты не такой. Когда он говорит: я спас жизнь Хачик, ты должна мне свою жизнь, Юсуф кричит: я никому ничего не должен. Когда Акиф пытается выпроводить Ашира, появляется Серхат и спрашивает, что здесь происходит. Акиф проводит приятный вечер с Серхатом, даже выходит на сцену и поет. Ашир говорит Зияну Аге, что они с Серхатом поужинают вместе, когда он вернется сегодня вечером, и Мирьем Ханем тоже рассказывает им все, что их немного расстраивает. Серхат и Акиф, совершенно пьяные, входят в особняк, распевая народные песни. Когда Султан Ханем спрашивает, что происходит, Акиф отвечает: мы праздновали. Понимаете, завтра на ужин придет семья Кардак, ваш сын его пригласил. Нургуль уводит Акифа, а Йылдыз берет Серхата за руку и отводит его в свою комнату. Мелек подходит и говорит ему не трогать ее. Они забирают Серхата и идут вместе в ее комнату. Йылдыз расстроена, но Султан Ханем успокаивает ее, говоря: твоя мать придет на ужин завтра вечером. Йылдыз улыбается. Мелек пытается уложить Серхата в постель, и они становятся довольно близки. Когда Мелек говорит, что между нами ничего не может быть, пока он в особняке, Серхат отвечает: я так по тебе скучаю. Мелек встает и выходит из комнаты Серхата. Акиф звонит Ниде и говорит ей, что быть вдали от него тяжело, и что он даже убьет Ашира, если понадобится.
Елдыс поднимает дом и начинает думать, что ее семья приезжает. В этот момент в особняк прибывает Хачик, и слуги, Елдыс и Мелек, радушно его встречают. Елдыс берет Хачик под руку и уводит ее со словами: «Сегодня вечером придут наши, давай поговорим». Мелек узнает от Кевсера, что семья Елдыс придет на ужин, и идет в комнату Серхата, чтобы потребовать объяснений. Серхат пытается объяснить, что она не такая, но Мелек не слушает его и уходит. Нургюль убита горем и расстроена из-за измены Акифа и того, что она нашла в кармане Акифа платок с вышитой буквой «Н». Она делится своими переживаниями с Мелек и плачет. Мелек спрашивает, хочет ли она развода. Нургюль говорит: даже если развода не существует, мы ничем не отличаемся от смерти, у нас нет отца и дома, куда можно вернуться. Мелек глубоко скорбит по ней. Мелек забирает платок из рук Нургюль, и Нургюль велит ей сжечь его. Юсуф прибывает к месту, где держал в плену Севди, извиняется перед ней, стреляет из пистолета и уходит. В особняке все ждут жителей Кардага, а Султан Ханем расспрашивает о Мелек и подстрекает Серхата, говоря: «Эта девушка ничего не смыслит в правилах, так что выбирай себе преемницу соответственно». Прибывают гости, и во время приветствия Мирьем Ханем спрашивает, из города ли она, на что Елдыс отвечает: она сейчас плачет у себя в комнате. В этот момент появляется Мелек, пожимает руки всем по очереди и целует их. Она обнимает Ниду, понимая, что аромат на платке – это ее инициалы, просит ее духи и просит проводить ее туда. После этого она приглашает всех к столу, обслуживая каждого по отдельности. Серхат в восторге от этого жеста, но Елдыс практически в ярости. Когда все садятся за стол, Мелек зовет родителей. Поприветствовав их поцелуями, Серхат говорит: «Серхат хотел поужинать с родственниками мужа, поэтому я его пригласила. Елдыс, пока она идет на кухню, не могла бы ты принести еще 2 блюда?» «Спасибо, дорогая». Они усаживаются, не давая Даляну возможности ответить. Когда Далян собирается вывести товар из страны вместе с мужчинами, между ними разгорается скандал, когда обнаруживается, что товара там нет. Когда человек Даляна убивает мужчин, Далян приходит в ярость и не знает, что делать дальше. Сотрудники особняка опасаются, что сегодня вечером в особняке будут проблемы. Пока Зиян Ага говорил со всеми, чтобы показать, что 2 семьи тесно связаны, Серхат сказал: «Мне есть что сказать по этому поводу, отец. Вдохни аромат этой земли, и ты будешь тосковать по ней. Не оставляй здесь свою семью и свою землю, потому что без корней ты не сможешь выжить». Когда Серхат поговорил со старостой, он все узнал. Зиян Ага сказал, что они не будут обрабатывать эту землю, и объяснил Серхату, что это обоюдное решение. Затем он узнал мнение жителей деревни о предстоящем строительстве рудника и лично узнал об их финансовых трудностях. Жители деревни преградили Зияну Аге путь и сказали ему: «Ага, не вреди этим землям. Годами мы правили этими землями благодаря власти этих селян. Если мы можем называть себя Ага благодаря им, то теперь вы хотите продать эти земли. Зачем вы хотите их продать? Золото — мой указ, который должен быть услышан всеми», он ударил рукой по столу. «Отныне, пока я жив, ни одна кирка не ударит по этим землям. Я отрублю руку любому, кто посмеет, и язык любому, кто посмеет». Когда Акиф предложил сесть и поговорить, Зиян Ага сказал: «Тебе больше не о чем говорить. Ты позвал меня сюда только для того, чтобы сказать это». Серхат ответил: «Отныне твой сын никогда не тронет мою землю, не будет вмешиваться в дела моих селян, и отныне никто в нашей семье не направит оружие на мою жену. Даже не думай об этом, иначе я снесу тебе крышу». Когда Ашир выхватил пистолет, Акиф тоже выхватил свой. Как только наставили пистолеты, Севди, вся разодетая, вернулась и сказала: «Я». Елдыс ответила: «Сумасшедшая Севди». Севди сказала: «Сумасшедшая Севди мертва. Отныне ты будешь называть Севди мамой». Юсуф, не в силах выстрелить в Севди, опускает пистолет, говоря, что обязан вам жизнью. Он ждет у двери свидетеля. «Я выстрелю в тебя без причины, ты откинешься назад, я развяжу тебе руки, убегу и уйду отсюда, чтобы тебя никто не видел», говорит он, и они достигают соглашения. Севди говорит: «Опусти пистолеты».
Послушай, что я скажу. Ты поймешь, что отныне никто не сможет никого застрелить. Пистолеты опускаются. Когда Султан Ханым спрашивает, чего ты хочешь, Севди отвечает: «Сынок, через минуту я познакомлю тебя с моей дочерью, ты готов в присутствии свидетелей». Все с нетерпением ждут его слов. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.